Африканские цивилизации Мероэ и Аксум, соседи Древнего Египта. Африка, хоть и была колыбелью человечества, не может похвастать множеством великих царств известных народов. Сразу после Древнего Египта обыватель обычно теряется, а кто был еще? Некоторые называют Карфаген и Нубию, вспоминают зулусов. Однако в Африке существовали государства и даже империи, которые были сильными региональными державами, оказавшими влияние на соседей и мир в целом. Расскажем о некоторых подробнее. Мероэ и Аксум – наиболее значительные государства северо-востока Африки в период между IV веком до нашей эры и VI веком нашей эры. Царство Куш, оно же Напата, и Мероэ, выросшее из города той же кушанской цивилизации, располагалось на территории севера современного Судана, а государство Аксум на Эфиопском Нагорье. Куш и Мероэ представляли собой позднюю фазу древневосточного общества. До наших дней дошло немного археологических памятников. В храмах и на стелах вблизи Напаты сохранились несколько надписей на египетском языке, которые позволяют судить о политической жизни государства. Гробницы правителей Напаты и Мероэ строились в форме пирамид, хотя и были сильно меньше египетских аналогов. Если быть до конца честным, то Куш и Мероэ были не самостоятельными цивилизациями, а буферной территорией для Древнего Египта, живущей за счет торговли с ним, перенявшей его культуру и стилистику и адаптировавшей под себя некие варварские королевства при Римской империи и подражательные народы. Мероэ успешно противостояла вторжениям Рима, но пала в связи с непрерывными рейдами аксумитов в первой четверти IV века нашей эры. Раскопки Мероэ археологи начались только в XIX веке. Первые же поселения на его месте начали возникать, по-видимому, еще в начале VIII века до нашей эры. После завоевания Египта Ассирией в 671 году до нашей эры на территории исторической области Куш образовалось царство центром в городе Напата. Во второй половине VI века столица государства была перенесена в Мероэ, отсюда собственное название Мероэское царство. Перенос столицы из Напаты в Мероэ, который находился примерно в 160 км севернее современного Хартума, был очевидно связан с необходимостью уменьшить опасность от вторжения египтян и персов. Мероэ был важным центром торговли между Египтом, государствами побережья Красного моря и Эфиопией. Вблизи города возникает центр по переработке железных руд, и железо из него экспортировалось по всей Африке и даже в Аравию. В период расцвета Мероэ охватывает с 3 века до нашей эры по 1 век нашей эры. Рабство здесь, так же как и в Египте, не было главным в системе эксплуатации населения. Основные тяготы несли деревенские общинники, пахари, скотоводы. Община платила налоги и поставляла рабочую силу для строительства пирамид и растительных систем. Собственно, на это государство и жило. Архитектурные сооружения Мероэ также напоминают древнеегипетские строения. Величественные большие пирамиды, в которых мероэйцы хоронили своих правителей, богато украшены фресками стены, статуи, похожие на сфинксов. Все это не так давно было отвоевано у бескрайних песков стараниями археологов. При раскопках были обнаружены великолепные ювелирные изделия, глиняные сосуды с орнаментом. Особенно впечатлили исследователей украшения царицы Аманишакеты, большая часть из которых, к сожалению, была украдена. Государственные религии следовали египетским образцам. Боги египтян Амон, Исида и Азирис были богами мираитов. Более того, любая письменная фраза начиналась с восхваления их, но наряду с этим возникают и чисто мираитские культы. Жрецы составляли самую влиятельную часть общества, и редкий правитель был полноценно наделен властью, играя обычно роль марионетки. Марионеты имели собственную письменность. Алфавит содержал 23 буквы, и хотя его изучение началось еще в XIX веке, до сих пор язык Мероэ остается труднопонимаемым, не позволяющим расшифровать сохранившиеся письменные памятники. Они лишь использовали египетские буквы, но говорили на своем языке, неизвестного более нигде сообщества, даже неизвестно какой группы. Что интересно, власть Мероэ переходила от брата к брату или к сестре, только когда не осталось родных братьев-сестер от отца к сыну. Упадок Мероэ был связан с экспансией Рима. Сначала Гай Петроний взял Напату и присоединил север страны к Египту, а затем Мероэ лишилась экономической подпитки с севера, так как Египет сам стал колонией и постепенно разорялся и уступал кочевым набегам соседнему Аксуму. В середине IV века царь Аксума Эзана нанес решительное поражение мираитскому государству. А уже сам Аксум, предтеча эфиопского государства, его история показывает начало той борьбы, которую вели народы Эфиопского Нагорья за сохранение своей независимости, религии и культуры в условиях тотально враждебного окружения. И надо сказать, это впечатляющая стойкость сотнями лет. Возникновение Аксумского царства относится к концу I века до нашей эры, а его расцвет к IV веку.
Государственной религией стало христианство, причем появившееся очень рано, определившее своеобразие эфиопской ветви христианства, очень похоже на ортодоксальное православие. И религия стала путеводной звездой страны. По всей стране возникали монастыри, ни угроза ислама, ни местные культы не вызывали массовых сомнений в выборе. Христианский халифат на Крайнем Юге. В отличие от соседей, кочевников, торговцев и воинов, население Аксума вело оседлый образ жизни, занимаясь сельским хозяйством и скотоводством. Именно крестьянская община была ядром общества, она поставляла как доходы, так и солдат, и даже правителей. Важнейшей культурой была пшеница, успешно развивалось орошение, террасное земледелие. Если Мере был спутником Египта, то Аксум скорее аравийских царств. Они чеканили схожие монеты, периодически воевали и союзничали друг с другом, а также дохристианская религия Аксума – это доисламские верования арабов и их пантеон богов. Аксум был важным торговым центром, связывающим Африку с Аравийским полуостровом, где в 517-572 году ему принадлежал даже Южный Йемен. Но могущественная персидская держава вытеснила Аксум с юга Аравии. Едва ли это было мирно, но в империи персов не нашлось летописца, который бы описал живописные войны эфиопов и персидских катафрактов. В IV веке Аксум устанавливает связь с Византией, контролирует караванные пути от Адулиса по реке Атабре до среднего течения Нила. Аксумская цивилизация донесла до наших дней памятники культуры, остатки дворцов, эпиграфические памятники, стеллы, крупнейшая из которых достигала высоты 23 метра. И основу царства составляла торговля африканскими товарами и зерном через Аравию на север. В цепочке принимали участие несколько царств, крупнейшим из которых был Аксум на юге и Саба в Аравии. И цивилизация Саба – это точная копия Аксума с почти идентичным населением. Арабские колонисты уезжали в Африку в смутные времена, там налаживали бизнес и смешивались с местными кушитскими народами, а лучшие из них уже возвращались назад в Аравию и видели дела там, укрепляя смешение. В обоих царствах правители именовали Муккариб, то есть царь-священник, и в дохристианские времена эти роли совмещались в одном лице. У царства Аксум был собственный письменный язык – гиес, а также характерная архитектура, примером которой служат гигантские обелиски, самый древний из которых относится к 5 либо 2 тысячелетию до нашей эры. Найдены шикарные дворцы, алтари и кумирни, где служили арабскому божеству Ал-Маках, лунному быку. Удивительно, как разошлись пути мусульманской Аравии и христианского Аксума в дальнейшем. Царство находилось в самом расцвете при царе Изане, принявшем при крещении имя Абреха в 300-е годы. Именно тогда царство официально обратилось в христианство. Эфиопская православная церковь утверждает, что церкви Девы Марии Сионской в Аксуме находится библейский ковчег Завета, в котором лежат скрижали Завета с написанными на них 10 заповедями. Именно в этой церкви в течение столетий короновались эфиопские императоры, вплоть до правления императора Фасилия и далее, начиная с Йоханнеса IV, до конца империи. Постепенно связи с Аравией слабели. Язык гиес вытеснил сабийские надписи, а титул Муккариба заменил титул Неагус, царь, дошедший до 19 века в виде императорского титула Эфиопии Негус. В античности Аксумское царство считалось одной из 4 великих стран древнего мира, наряду с Персией, Римом и Китаем, и служило обозначением Черного континента вообще. Эфиопы Гомера берут начало именно из Аксума, а греческие путешественники, посещавшие эту страну, утверждают в своих описаниях, что правители Аксума свободно владели греческим языком и были поклонниками эллинистической культуры. В Аксуме строили корабли, по подобию египетских, благодаря которым у царства был доступ и к Красному морю, и к верховьям Нила, что позволяло зарабатывать на торговле между африканскими и индийскими странами. В начале II века нашей эры был проложен морской путь из Египта в Индию, используя Красное море и ветры муссона, что позволяло при пересечении Аравийского моря попадать напрямую в Южную Индию. Спрос римлян на товары из Южной Индии резко возрос, что увеличило поток кораблей, проходящих по Красному морю из Римского Египта в Аравийское и дальше в Индию. В VII веке нашей эры, с началом арабских завоеваний в Азии и Африке, Аксум утратил свое могущество. Вообще, после I века нашей эры климат в этой местности стал постепенно меняться. Все жарче становилась погода, все реже шли дожди, и количество осадков становилось все меньше. Стали дуть ветра с пустыни, засыпая посевы и луга песком, да и самих лугов с посевными полями становилось все меньше и меньше. Из житницы Рима Африка превращалась в жаровню, торговля стала затухать. Не видя перспектив для жизни, люди стали покидать территорию некогда богатого царства и город Аксум. Последующие 3 столетия существования Аксума считаются темными веками, и окончательно царство распалось к концу X века. Лишь в XIV веке государство возродилось вновь, но уже как Эфиопия продолжает существовать память. Слышали ли вы о подобных царствах ранее?
Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дорогие друзья, критики и те, кто видит мои видео впервые, хочу анонсировать вам перезапуск Boosty и Patreon на моем канале. Не секрет, что YouTube довольно жесткая система со строгой модерацией, как с точки зрения правил поведения, так и тематики видео. Многие темы являются табуированными, закрытыми, не подлежащими обсуждению, что сильно сковывает тематику. И поэтому на Boosty для россиян и на Патреоне для иностранных зрителей будут свободные видео на те темы, раскрытие которых на YouTube будет невозможным и грозит всевозможными карами. Например, есть ли отличия в интеллекте у разных расовых типов, красивы ли дети от браков разных народов или это миф, почему женщины предпочитают иностранных мужчин и как с этим связана биология, и вообще как ведется половой отбор и наследуются признаки, какова роль разных народов в революциях и войнах прошлых веков, почему Гитлер истреблял евреев, была ли советская власть благом для русского народа или истребила его, существует ли черный расизм, и многое-многое другое. Подписывайтесь на Boosty и Patreon и получайте доступ к эксклюзивному контенту и обсуждениям.